Это видео неопознанного летающего объекта, который зафиксировали над американской военной базой. Эту информацию официально обнародовал Конгресс США. И вы все еще думаете, что НЛО это про конспирологию и домыслы? Я расскажу про самые неопровержимые доказательства того, что мы во Вселенной не одни. От показаний бывших военных до свидетельств президентов. А в конце будет самый дикий случай, когда НЛО наблюдал целый футбольный стадион. Игру даже официально прервали. И начну с видеозаписи, которую опубликовали НАСА. На ней запечатлен неопознанный объект в форме вытянутой линии, летающий в космосе. Он был замечен во время выхода двух астронавтов в открытый космос для проведения ремонтных работ на МКС. Камеры видеонаблюдения МКС запечатлели данный объект, который парил за спиной одного из астронавтов в течение нескольких секунд. Сразу же после публикации видео возникло множество предположений о происхождении этого объекта. Некоторые считали, что это мог быть космический корабль с Земли или блик на оптике. Интересно, что НАСА самостоятельно опубликовало это видео, признавая наличие объекта на записи. Однако агентство воздержалось от комментариев и разъяснений относительно происхождения этого неопознанного объекта. Тогда зачем было публиковать? Посмотрите, какой подозрительный блик или песчинка попала к нам в камеру. Сомнений тут не остается, что это действительно было НЛО. Но это еще не все. На орбите вокруг Земли МКС удалось сделать сравнительно четкий снимок неопознанного объекта. В этом кадре можно видеть слои облаков и контуры океанов Земли, а под объектом проступает шарообразная форма. Несмотря на небольшое размытие, объект выглядит как сделанный из камня или металла. Интересно, что этот объект движется со скоростью десятков тысяч километров в час. Это слишком быстро, чтобы он был определен более подробно, и в то же время слишком быстро для получения нескольких высококачественных фотографий. Можно было бы задать вопрос о том, не является ли это метеоритом, но обычно метеориты редко обладают такой правильной сферической формой. Этот странный объект с несколькими шероховатостями более напоминает скалу, но в то же время вызывает впечатление искусственной сферы, что может наводить на мысль о его инопланетном происхождении. Но наряду с фотографиями или видеозаписями есть и древние артефакты, которые также явно указывают на то, что НЛО встречались еще тысячи лет назад. Согласно некоторым конспирологическим теориям, инопланетяне, возможно, участвовали в возведении знаменитых архитектурных сооружений, таких как Стоунхендж и египетские пирамиды. Например, на Маркизских островах в Тихом океане обнаружены древние барельефы с изображениями существ, очень похожих на гуманоидов. Они имеют человеческие тела и головы рептилий с огромными глазами и низко расположенными ртами. Как это можно объяснить? О народе, создавшем эти произведения архитектуры, нам практически ничего не известно, и он давно исчез с лица Земли. Даже современные жители этих мест не способны предоставить нам информацию о предках. Археологи предполагают, что статуи могут быть старше 150 тысяч лет, но несмотря на всю загадочность, они склонны интерпретировать их как изображения жрецов, надевших ритуальные маски. Также вызывает интерес археологические находки в Южной Америке, где обнаружены маленькие золотые фигурки, которые по очертаниям напоминают уменьшенные модели самолетов и космических кораблей. Некоторые из них подозрительно похожи на российский ракетоплан «Буран» и американский шаттл «Колумбия». Детализация крыльев и хвостовых частей этих фигурок вызывает удивление. Да уж, почему их авторы выбрали именно такую форму, остается загадкой. Также в Европе на территории Сербии была найдена статуэтка с человекоподобной фигурой, которая имела 4 глаза или, как предполагают некоторые исследователи, могла представлять собой маску скафандра. Неубедительно? А что скажете по поводу метеоритов с останками органических тканей? В 2011 году ученый НАСА Ричард Гувер вызвал большой интерес в научном сообществе, заявив, что он обнаружил окаменелости инопланетных организмов внутри метеоритов, которые достигли поверхности Земли. Астробиолог Ричард Гувер подчеркнул, что результаты лабораторных исследований этих метеоритов не обнаружили доказательств, свидетельствующих о том, что окаменелости принадлежат
принадлежат организмам, присущим Земле. Эти метеориты считаются одними из самых древних в Солнечной системе, и по мнению Гувера, отсутствие азота в образцах указывает на то, что они представляют собой останки внеземных форм жизни, которые, возможно, развивались на родительских телах метеоритов, когда там была жидкая вода. Эти сведения приводят к предположению, что инопланетные организмы могли существовать задолго до того, как метеориты попали в атмосферу Земли. Однако стоит отметить, что эти утверждения вызвали дискуссии в научном мире, и ни одна из подобных находок до сих пор не была однозначно подтверждена как доказательство существования инопланетной жизни. Тем не менее, исследования и поиски инопланетной жизни продолжаются, и все больше стран начинают в открытую высказываться на правительственном уровне об этом. Дэвид Граш, бывший руководитель отдела анализа необъяснимых аномальных явлений в Минобороны США, заявил на заседании Конгресса, что у него есть информация о долгосрочной программе сбора данных о необъяснимых аномалиях, но ему было отказано в доступе к этой программе. Граш утверждает, что правительство США долгие годы занимается сбором обломков и исследованием инопланетных аппаратов. Он также утверждает, что люди, сообщающие об НЛО, подвергаются преследованиям, и некоторым из них был нанесен вред. Граш также выразил опасения за свою жизнь. Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что президент США серьезно относится к информации о НЛО и подчеркнул важность исследований в этой области. Администрация США предпринимает усилия для изучения и каталогизации данных о необъяснимых аномалиях. И действительно, в 2022 году на слушаниях Конгресса были показаны несколько видео, на которых странные неопознанные объекты попали в кадр. Самым популярным стало видео с разведывательного дрона, которому удалось заснять момент пролета странного объекта над военной базой США. Правительство в открытую заявило, что мы не знаем, что это было и как объяснить эти кадры. Такое чувство, что нас к чему-то готовят, ведь столетиями власти отрицали существование проблемы НЛО, и тем более инопланетян. А теперь это в открытую обсуждают на открытых заседаниях Конгресса. Взять хотя бы легендарную битву за Лос-Анджелес. В ночь с 24 на 25 февраля 1942 года произошел инцидент, который вызвал панику по всему миру. Все началось с внезапного включения сирен воздушной тревоги в Лос-Анджелесе. Населению было приказано полностью выключить свет, и тысячи стражей воздушной обороны заняли свои позиции. В 3:16 утра 37-я береговая артиллерийская бригада начала открывать огонь, используя 50-калибровые пулеметы и почти 13-фунтовые зенитные снаряды, стреляя в воздушные цели. В итоге было выпущено более 1400 снарядов, и артиллерийский огонь продолжался эпизодически до 4 часов 14 минут утра. Сигнал «Все чисто» раздался только в 7 часов 21 минуту утра, и приказ об отключении света был отменен. В результате инцидента несколько зданий и автомобилей были повреждены осколками снарядов, а 5 мирных жителей погибли из-за косвенного воздействия зенитного огня. 3 из них погибли в автокатастрофах, произошедших в хаосе, который последовал за тревогой, а 2 скончались от сердечных приступов, вызванных стрессом. С кем так отчаянно боролись? Изначально предполагалось, что атаку нанесли японские силы, но вскоре министр военно-морского флота Фрэнк Нокс объявил на пресс-конференции, что инцидент был ложной тревогой. Некоторые уфологи предполагают, что возможной целью мог быть космический корабль инопланетного происхождения. В 1983 году Управление истории ВВС США приписало этот инцидент к случаю сдачи нервов у военных, мол, метеорологический зонд вспыхнул в воздухе, и поэтому весь город был поставлен на уши. Звучит очень странно, ведь были же радары, какое-то оборудование для наблюдения, да и как можно было всю ночь стрелять в то, чего нет. Случай очень загадочный, особенно в свете признания проблем с НЛО. Обсуждая фотографии инопланетян, многие ожидают увидеть что-то вроде такого, но в реальности наши инопланетные друзья оказываются менее уловимыми для объективов камер. Но все же человечество не сдается, и ему удалось сделать несколько очень интересных находок и даже предъявить их всему миру. Ведь не только Америка вступила на путь открытого изучения НЛО. Журналист и уфолог Хайме Маусан представил на заседании Конгресса Мексики мумии, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать
свидетельствовать о существовании инопланетных форм жизни. Моусан утверждал, что радиоуглеродный анализ мумий, найденных в перуанских шахтах возле городов Пальма и Наска, показал, что им около 1000 лет. Он также утверждал, что молекулярный анализ указывает на их внеземное происхождение. Описывая эти существа, Моусан говорил о том, что они не имеют человеческой природы, имеют 3 пальца, удлиненные головы и длину около 170 сантиметров. Кроме того, он утверждал, что внутри мумий были обнаружены яйца с эмбрионами и импланты с кадмием и осмием. Однако хочу отметить, что данное утверждение вызвало серьезные сомнения и критику в научном сообществе. Несмотря на заявление Моусана, большинство ученых и экспертов считают, что подобные находки требуют более глубокого исследования и надежных научных данных, прежде чем делать выводы о происхождении и природе этих мумий. 9 декабря 1965 года произошла загадочная авария, связанная с предполагаемым инопланетным кораблем. Сияющий летящий шар был замечен жителями нескольких штатов США и Канады, и его путь завершился падением недалеко от городка Кексбург, США. Местные жители быстро прибыли к месту падения и обнаружили на земле нечто, что они назвали «золотым желудем» размером с грузовик. К сожалению, люди не имели времени тщательно изучить инопланетный аппарат, так как на место происшествия прибыли армейские грузовики, загрузили объект и увезли в неизвестном направлении. Этот инцидент стал предметом споров между уфологами и скептиками, сомневающимися, был ли это настоящий инопланетный корабль или сбитый советский спутник. Военные настойчиво отрицают факт вывоза золотого желудя. Стоит отметить, что после появления цветной фотографии этого события появились множество других визуальных свидетельств о полетах НЛО. Эти аппараты обычно выглядят как двояко выпуклые диски или симметрично летящие огни в ночном небе. Однако скептики указывают на возможность подделки снимков и визуальных свидетельств, особенно с развитием цифровой фотографии. Интересно, что даже известные личности не избегают встреч с инопланетными объектами. Например, Джон Леннон, легендарный музыкант, рассказывал о своей встрече с НЛО. В 1973 году он стоял на балконе своей квартиры в Нью-Йорке, когда в небе недалеко от его дома пролетел странный летательный аппарат. Что интересно, множество других жителей города также заметили этот объект в тот же день. Этот случай вдохновил Леннона на создание песни «Никто не говорил мне», которая была выпущена в 1984 году. Кирсан Илюмжинов, бывший президент Калмыкии, рассказывал о своей встрече с пришельцами и даже о том, что его взяли на борт НЛО. Этот инцидент, по его словам, произошел в 1997 году. Илюмжинов утверждал, что, находясь в своей комнате, он услышал мысленный приказ пойти на балкон, и он выполнил его. После этого он оказался на борту инопланетного корабля, где его встретили пришельцы, одетые в желтые скафандры. Он не дал много подробностей об этой встрече и изначально молчал о ней, опасаясь, что это может повредить его общественному имиджу. Однако в 2010 году он поделился этим опытом в интервью с Владимиром Познером. Интересно, что после этой встречи Илюмжинов выразил мнение, что человечество еще не готово к встрече с инопланетным разумом и не должно стремиться к таким встречам. Этот инцидент вызвал много интереса и дискуссий в области уфологии и изучения НЛО. Еще одним фактом, который свидетельствует в пользу существования инопланетян, странные черепа, найденные по всему миру. Один из исследователей, Брайан Фостер, в 2016 году обнаружил останки головы в пещере в Перу, размер которой составлял всего 13 сантиметров, но ее вытянутая затылочная часть и плоское лицо убедили некоторых, что это могут быть останки пришельца. Однако ученые предполагают альтернативное объяснение для подобных находок. Они утверждают, что это могут быть останки детей с врожденными аномалиями или представителей культур, которые использовали технику вытягивания черепа. В некоторых культурах детям при рождении накладывают тугие повязки на голову, которые изменяют форму черепа по мере их роста. Этот обычай сохраняется в некоторых областях, как, например, среди племен Мару-Макбету в Африке. Несмотря на контроверсии и разногласия, американские ученые провели исследование ДНК обнаруженного черепа и заявили,
поняли, что он не имеет ничего общего с земными существами. Да и слишком большая география разброса этих странных черепов, ведь некоторые находили даже в Антарктиде. И в заключении хотелось бы рассказать про вообще экстраординарный случай, когда свидетелем НЛО стала толпа из нескольких тысяч людей единовременно. 27 октября 1954 года во Флоренции произошел один из самых удивительных инцидентов в истории футбола. В то время на стадионе Коммунале, который сегодня называется Артемио Франки, проходил товарищеский матч между местной командой Фиорентина и соседней командой Пистоезе. На трибунах собралось около 10 тысяч зрителей. Во время второго тайма матча множество зрителей, а также игроки на поле обратили свое внимание на нечто странное в небе. Они увидели медленно движущийся объект, который был описан как похожий на яйцо и имел серебристый блеск. Этот инцидент ошеломил всех свидетелей, и весь стадион погрузился в молчание. Даже игроки на поле остановились, и мяч перестал двигаться. Все взгляды были обращены в небо, и никто не мог понять, что происходит. Этот инцидент был столь шокирующим, что даже судья матча решил приостановить игру, так как он сам увидел странный объект в небе. В протоколе матча даже отмечено, что встреча была приостановлена, потому что зрители увидели что-то в небе. Затем, после некоторого времени, странный объект внезапно исчез, и в этот момент начался невиданный снегопад. Липкий и нитевидный снег, похожий на паутинный дождь, выпал на поле стадиона и даже в других частях города, таких как собор Санта-Мария-дель-Фьоре и площадь Санта-Кроче. Этот необычный инцидент остается одним из наиболее подробных и документированных случаев наблюдения за НЛО на публичных мероприятиях и вызывает интерес у исследователей даже сейчас. Как видите, разговоры про инопланетян теперь стали подниматься на правительственном уровне. Почему? Мне кажется, скоро мы об этом узнаем. Спасибо за просмотр.